Всем привет! Я Марина и с вами школа Сакрамел. Сейчас очень популярна процедура наращивания на верхние формы, но далеко не все мастера знают, как это делать правильно. В этом видео расскажу подробно и пошагово, как выполнить такое наращивание. Поехали! Начнем с того, что сейчас на рынке огромное множество верхних форм для моделирования ногтей. Чем они отличаются? Выбором вашей будущей формы. Например, эти верхние шаблоны для формы балерина, также они подойдут для формы миндаль. Есть универсальные шаблоны верхние формы, которые подойдут не только для квадрата, но также для овала и миндаля. Хотя для миндаля я рекомендую выбирать специальные комплекты верхних форм. Таким образом вы сможете быстрее выполнить моделирование. И как же мастеру разобраться во всем этом многообразии верхних форм, шаблонов, что необходимо для каждого клиента? Первое, нам нужно учитывать, какую будущую форму вы будете выполнять, а также будущее моделирование. Будет он включать полностью моделирование от кутикулы до свободного края, либо мы будем моделировать только кончик, а достраивать зону около кутикулы другим материалом. И еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это материал, из которого изготовлены верхние формы. Да, они все пластиковые, но пластик бывает разный, более мягкий и гибкий, и более жесткий. У того и у другого есть свои преимущества и недостатки. Например, мягкий пластик отлично подходит в зоне кутикулы, дает плавную растяжку практически без ступеней. Но при сильном надавливании, при отпечатывании на ноготь, такая форма может разойтись, и свободный край получится клешеным. В случае с более твердым пластиком выкладка в зоне кутикулы, возможно, будет не столь идеальной, может появиться бортик. Мы с вами видим, какие толстые стенки у этой верхней формы. Поэтому многие мастера даже обрезают этот толстый кантик для того, чтобы было плотное прилегание. Конечно, формы также отличаются архитектурой. Например, это форма для арочного квадрата. Если клиент предпочитает арку, либо вы хотите сделать арочное моделирование, либо мы можем взять более натуральный изгиб верхних форм, и у нас тогда уже не будет столь ярко выраженная арка, а ногти будут больше похожи на натуральное укрепление. Когда мы подбираем формы к ногтевой пластине, необходимо посмотреть при виде сбоку, потому что некоторые верхние формы сконструированы неверно, и при близкой отпечатке кутикулы нижние параллели будут задраны. В таком случае, скорее всего, мы будем слегка смещать форму подальше от кутикулы, для того, чтобы нижние параллели шли ровно и выходили четко из точек вроста. Так какие все-таки верхние формы приобрести начинающему мастеру на первоначальном этапе? Я рекомендую два набора. Первое – это стилет для того, чтобы моделировать форму миндаль, либо овал, либо, соответственно, стилет. И второй набор – это универсальные формы, например, как в этом случае с небольшим изгибом, либо арочные, если вы предпочитаете арки. Также есть сейчас вот такие наборы, в которых уже микс верхних форм. Представляете, как это удобно? Вы один раз покупаете набор, не множество коробочек, а тут уже 10 различных вариантов под все случаи, даже если вы захотите сделать современный миндаль. Он отличается большей аркой, нежели чем просто натуральный миндаль, выглядит очень красиво. Поэтому смотрите в первую очередь не на бренд производителя, а на конфигурацию верхних форм и выбирайте те, которые требуются для моделирования. Помимо этого, формы отличаются поперечной аркой. Смотрите, в левом случае арка большая по окружности, в левом более плоская. Для чего это нужно? Мы арку подбираем по арке натурального ногтя. Если у клиента более арочная ногтевая пластина, то нам подойдет левый вид. Если у нас ногтевая пластина более арочная, то мы возьмем эту форму. А если более плоская, то эту. Посмотрим на ручки модели. У нее достаточно плоская ногтевая пластина, необъемные боковые валики. Если мы возьмем форму более арочную, то арка получится большой и огромный материал между ногтем и формой, что даст излишнюю толщину.
Для такого типа ногтей лучше выбрать форму с не такой ярко выраженной поперечной аркой. У нас будет оптимальная толщина и ногти будут смотреться красиво. Мы уже подготовили ногти к покрытию, убрали свободный край. Полностью убирать его не обязательно, просто изначально тут не было длинного свободного края. Наоборот, иногда он помогает нам выложить аккуратный материал изнутри, чтобы он не вытекал. Выполнили маникюр, зашлифовали ногтевую пластину и теперь наносим подготовительные препараты. Дегидратор, праймер и базовое покрытие. Плоской кисточкой сразу на несколько ногтей. Можно наносить и кистью из флакона, но лучше не создавать лишнего объема. После этого этапа можно снять липкий слой с поверхности базы, либо оставить его так, я обычно оставляю так, и начинаем подбирать верхние формы. Можно также этот этап сделать и до нанесения базы, так как вам удобно. Мы берем приблизительно необходимый размер, мы пока что не можем определить какой, просто прикладываем к ногтю и смотрим, боковые стороны формы являются ли продолжением натурального ногтя или нет. Также смотрим при виде сбоку, есть ли у нас расстояние от натуральной ногтевой пластины до пластика. Если вы подносите верхнюю форму и видите, что боковые стороны открыты и форма не закрывает их, это говорит о том, что вы подобрали формочку маленького размера. В таком случае будут трещины по точкам вроста. При подборе формы не нужно давить сильно на нее. Ноготь клиента не должен белеть. Если вы видите такой эффект, значит вы слишком сильно придавили форму, не будет места для материала, для хорошего результата, и в таком случае моделирование не будет прочным. После того, как вы подобрали нужный размер верхней формы, положите ее под данным ногтем. Обычно я выкладываю в одну линию все 5 формочек, которые необходимы. Зачастую нам требуется подобрать буквально несколько верхних форм. Буквально 5 форм, потому что, как правило, на другой руке ногти похожие по размеру, но стоит учитывать, что обычно на правой ногти шире, нежели чем на левой. То есть, возможно, слегка придется поменять размеры, но чаще всего достаточно будет и этих. Также чаще всего на указательном и безымянном ширина совпадает, и вам потребуется для них только одна форма. Подобрали формы по ширине, теперь необходимо подогнать линию в зоне около кутикулы, для того, чтобы было плотное прилегание материала. Если вы видите, что пластик, что верхняя форма заходит на кожу, в таком случае лучше подрезать это место, чтобы не было затека материала и в дальнейшем не было отслойки. Просто ножницами, которые мы используем для вырезания форм, убираем лишний кусочек и проверяем, насколько формочка плотно подходит к линии кутикулы, ведь она у всех людей разная. На большом пальце обычно линия кутикулы у людей более квадратная. В таком случае мы можем подрезать серединку, чтобы форма плотно подошла. Но в данном случае это не критично, поэтому оставляю так. Уберу только слева, потому что слегка формочка заходит на кожу. Опять-таки, подрезать не обязательно, просто это поможет сэкономить вам время. Часть процедуры уже позади, мы выбрали верхние формы и теперь приступаем к выкладке материала. Специально для того, чтобы вам было видно, я буду использовать голубой гель, к тому же он будет очень сейчас актуален в данном дизайне. Мы переворачиваем верхнюю форму, будем закладывать материал внутрь. И у многих возникает вопрос, какое же количество материала необходимо взять. Ориентируйтесь на размер зеленого горошка, приблизительно такой для средней длины. Если ногти будут более короткими, то мы возьмем меньше материала, и наоборот, при большей длине нам потребуется большее количество материала. Но сразу вам скажу, что это дело практики. Чем больше вы будете моделировать на верхние формы, тем быстрее у вас будет получаться. Сразу ставлю капельку на свободный край и формирую нужную мне длину, и затем постепенно, словно по воздуху, тяну материал только за его верх, не углубляясь внутрь во избежание пузырей. Зоны у кутикулы не докрашиваю, для того, чтобы материал плавно растушевался при установке формы. Убедитесь, что боковые стенки закрыты материалом. При пустых боковых стенках будут голые точки вроста, что повлияет на носибельность.
Сейчас я вам рассказываю базовую технику. На самом деле техник работы с верхними формами огромное множество. Не только гелем, но, например, акригелем и даже акрилом. Эти техники вы можете посмотреть у меня на канале в других роликах. Проверяю, что у меня хорошая выкладка, нет пузырей в поверхности, и мы теперь готовы делать отпечатку верхней формы на ноготь. Что нам еще понадобится? Это портативный фонарик для того, чтобы присушить зону около у кутикулы и схватить материал, чтобы в дальнейшем разровнять гель под ногтевой пластиной. Поэтому тут в дело вступает уже и другой человек. На самом деле можно использовать и специальные другие фонарики, предназначенные для этого, но мне больше всего удобен такой вариант. Перед тем, как поставить верхнюю форму с материалом, я смотрю на центральную ось, проходящую через 3 фаланги пальца, и буду симметрично ставить формочку. Смотреть за тем, чтобы она у нас не ушла в сторону, иначе ноготь получится кривой. Устанавливаем под углом 45 градусов и постепенно начинаем прижимать форму вниз до тех пор, пока она не закроет боковые стенки. Мы видим, что материал плавно распределяется к зоне около кутикулы, и теперь мы можем просушивать фонариком для того, чтобы прихватить материал. Обычно я считаю где-то 3-5 секунд, этого хватает для того, чтобы материал схватился. Все, теперь форма стоит, ну не прям уверенно, но схватилась. Мы можем перевернуть руку клиента и выровнять материал с изнаночной стороны. Для этого можно использовать апельсиновую палочку, чтобы убрать натеки на кожу, либо можно разравнивать тонкой кисточкой, либо той, которой мы выполняем моделирование. На что обратить внимание? На излишки материала, чтобы не было большого наплыва, на то, чтобы были заполнены боковые стенки. И хочу обратить внимание, что сильно материал вперед я не вытягиваю, чтобы мне в дальнейшем много не опиливать. Сразу выкладываю ту длину, которая будет плюс-минус в итоге. Переворачиваем, смотрим на заполняемость боковых стенок. Если есть полупрозрачные места, подправляем. И только затем мы можем отправлять руку в лампу на окончательную полимеризацию на 1 минуту. Мы можем продолжить моделирование, либо сразу снять верхнюю форму. Для этого необходимо слегка зажать свободный край, чтобы между формой и материалом образовался воздух. Затем просто снимаем как будто бы крышечку. Если вы хотите сделать ногти более узкими, то где-то после 20 или 30 секунд полимеризации необходимо их поджать. Для этого буду использовать вот такой обратный пинцет. Устанавливаем мы его только на свободный край. И для фиксации арки устанавливаем прищепку. Если ногти у клиента тоненькие, узкие, то этого делать не нужно, просто пропускаем этот этап. И продолжаем делать все то же самое. На самом деле можно значительно сэкономить время. Если вы один раз уже подобрали размеры верхних форм для своего клиента, просто запишите эту информацию, либо соберите индивидуальный набор верхних форм, и тогда вам не потребуется так много тратить время на этом этапе. Проверяем по длине. Средний должен быть слегка у нас длиннее, нежели чем указательный. И будем также устанавливать. Я специально сделала с небольшим отступом, потому что если сделать очень близко к кутикуле, то скорее всего ноготь будет взлетным. Сейчас при установке видно, что материал вылился и есть небольшой затек в зоне кутикулы, поэтому я его беру и убираю палочкой, и теперь мы уже можем после этого этапа просушить. Желательно с затеками не сушить, иначе потом их будет крайне тяжело опилить. 3-5 секунд, этого достаточно. Переворачиваем руку и распределяем изнутри. Мне хочется слегка увеличить длину на среднем. Делаю это сразу на верхней форме. Помним про правила моделирования и толщину торца около 1 мм, для того, чтобы кончик был плотным и не ломался. Не выкладывайте больше, чем нужно, то есть длиннее, либо больше по материалу. Потом придется дольше это все опиливать и тратить время. Смотрим при виде сбоку, что у нас идет ровная нижняя параллель, боковые стенки закрыты.
А если где-то есть полупрозрачные участки, можем добавить материал. И также отправляем в лампу. Ногти уже практически готовы, теперь необходимо опилить свободный край и убрать ступенечки в зоне кутикулы, если они есть. Также убираем липкий слой с внутренней поверхности, для того, чтобы насадка не забивалась, когда мы будем опиливать изнанку. Иногда вы можете увидеть мастер-классы, где формы ставятся еще ближе под кутикулу, но обычно новичкам таким образом еще сложнее работать, происходят затеки, поэтому ставьте пока в стык, отработайте эту технику, и у вас будет получаться хорошая отпечатка без бортиков. Устанавливаю скорость около 30 тысяч оборотов. Кладу пальчик на бок и опиливаю против часовой стрелки в тех местах, где есть ступеньки. При необходимости можно убрать длину, если получилось большой, этой же насадкой. Приступаем к оформлению формы. Сначала придаем форму свободному краю, ставим пилочку перпендикулярно, делаем движение в обе стороны для того, чтобы получился перпендикулярный, четкий и ровный свободный край. Затем опиливаем одну боковую стенку. Тут необходимо пилочкой хорошо отделить материал от кожи, для того, чтобы правильно выполнить опил и не было ступенек. После чего поворачиваем палец на бок и заводим пилку четко под ногтевую пластину. И также опиливаем боковую стенку и нижнюю параллель с другой стороны, поворачивая палец клиента на бок. Если где-то не устраивает результат по поверхности, можно слегка пройтись пилкой, но вообще верхняя форма делает архитектуру за нас, и нам не нужно дополнительно еще опиливать ногти. И теперь выпиливаем излишки материала изнутри. Палец переворачиваю и хорошо оттягиваю передний валик. Для выпиливания изнутри использую насадку конус с тонким носиком. Она хорошо будет обрабатывать труднодоступные участки. Но если не получается выпилить, возьмите твердосплавную, но более тонкую. Если все-таки где-то вы увидели затек, обязательно необходимо его убрать. Можно использовать алмазную насадку и выпилить материал. В моем случае база – это как два слоя цвета. Не наношу огромный объем, чтобы не испортить наше моделирование. И теперь мы можем перекрывать топом в средний слой, и наше наращивание готово. Нравятся такие пошаговые видеоинструкции? Тогда поддержите меня и поставьте пальчик вверх. А также смотрите на канале другие видеоуроки для новичков. Всем успехов в работе! Счастливо! Пока-пока!